25 мая на календаре, уже почти половина года прошло. Всем привет, с вами Руслан Левиев, это очередная сводка с войны. Третью неделю украинские силы продолжают вести бои в районе Теткина, Курской области. И третью неделю это не дает каких-либо результатов. Но что интересно, на этом же направлении начала активно применяться первая мотоциклетная штурмовая рота ВСУ, созданная в рамках 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Меня больше удивило, что вслед за российскими силами тут тоже об этом заявляют как о каком-то важном достижении или преимуществе. Хотя я продолжаю настаивать, что мотоциклетные именно штурмовые роты – это признак проблем в войсках. Мотоциклы являются преимуществом только в случае выбора идти в штурмовую атаку пешком или на мотоциклах. Если же выбор стоит между мотоциклами и любой бронетехникой, например, бронетранспортерами или боевыми машинами пехоты, то у мотоциклов нет ни одного преимущества. И мы же видели в течение этих 3 недель, как на этом направлении шли в атаку те же Брэдли и прочая бронетехника, которая при этом быстро уничтожалась ударами дронов и артиллерии. То ли они закончились, то ли решили, что тратить дорогую дефицитную бронетехнику на такую очень спорную операцию будет странно, поэтому решили выдать мотоциклы. Кто-то пишет, что это все пока просто в рамках эксперимента, попробовать перенять российский опыт использования штурмовиков на мотоциклах. Во-первых, очень странно экспериментировать ценой жизни своих солдат, что еще более дорогой ресурс, чем Брэдли. Во-вторых, российский опыт накоплен уже достаточно большой, и он всеми достаточно хорошо изучен уже. Поэтому сейчас многие украинские военные в своих соцсетях пишут, что использовать мотоциклы в штурмовых атаках – это самоубийство. В отличие от всех других видов техники, остановить мотоцикл очень просто даже противопехотной миной. При этом ты никак не защищен от осколков. Плюс быстрая езда по пересеченной местности требует определенных навыков, без которых улететь через руль и переломать себе руки и ноги проще простого. Ну и наконец, даже на современных дорожных мотоциклах особо жесткое падение может закончиться пробитием бензобака, отчего дальше моментально вспыхивает как спичка и мотоцикл, и его водитель, что мы и на фронте много раз видели. Идея доезжать на мотоциклах до самых окопов противника тоже довольно странна, потому что солдаты врага в таком случае, даже без помощи беспилотника, довольно быстро поймут, с какой стороны вы едете, в какую сторону приготовиться стрелять, куда наводить миномет. Банально потому, что мотоциклы – вещь довольно громкая. Если же использовать мотоциклы в ближних тылах, а не штурмовых атаках, то там, да, это приемлемая идея. Подводя итог, мотоциклетные штурмовые роты – это точно не та вещь, которой стоит гордиться, пиарить как «смотрите, что мы изобрели». Это признак наличия проблемы дефицита бронетехники. Неудивительно, что командир другого подразделения, действующего на этом же направлении, а именно командир 1-го механизированного батальона 47-й механизированной бригады Александр Ширшик, подал рапорт на увольнение, выступив против действий командиров, которые ставят, цитирую, «дебильнейшие задачи». Основные изменения по линии фронта на этой неделе касались Торецкого и Покровского направлений. К востоку от самого города Торецка российские военные продвинулись в районе поселков Дачное и Делеевка. Также постепенно срезают карман на западном фланге Торецкого направления, продвигаясь в районе населенных пунктов Романовка, Александрополь, который, кстати, теперь захвачен, Новооленовка и на север от захваченной Новой Полтавки, в сторону села Попов-Яр. Здесь российская армия пытается развить тактический прорыв украинской обороны. Восточный фланг Покровского направления является частью этого прорыва. Он тоже постепенно выравнивается. И здесь российские войска продвигаются в районе Елизаветовки. Западный фланг Покровского направления отметился продвижением российских войск в районе Новоалександровки, Надеждинки и Котлеровки. Появляются первые попытки дойти до Днепропетровской области. В частности, на неделе много обсуждали кадры из видео, на котором российские военные стоят около застрявшего в колючей проволоке пикапа и демонстрируют российский флаг. Точная геолокация этого кадра неизвестна, но украинские источники говорят, что это было на границе Днепропетровской области, в районе поселка Троицкое. Причем пикап был украинский. Российские военные обнаружили его брошенным и решили заодно сфоткаться с флагом. Это все не значит, что российские военные уже прям дошли до Днепропетровской области. Это была короткая вылазка, которая ничем не закончилась. При этом в ближайшие недели можно действительно ожидать, что российская армия пересечет административную границу, что для них будет важнее скорее символически и политически. В связи со всеми последними событиями на фронте, на этой неделе было как-то особенно много статей и размышлений о перспективах этой войны, о тактике России и так далее. Например, британское издание The Telegraph пишет, что Россия перешла к новой тактике и назвала это «тройной удушающий захват». Если коротко, то суть в том, что сначала разведдроны России выявляют украинские позиции, потом по этим позициям запускаются планирующие авиабомбы,
а уже потом на позиции наступают сухопутные подразделения. Те, кто хоть немного увлекается изучением боевых действий, сейчас удивленно почешут голову и спросят, а что тут нового? Вот именно. Мы тоже на летучей команде обсудили эту статью и так и не поняли, зачем журналисты обычный общевойсковой бой называют некой новой тактикой. Да, за прошедшие пару лет большое распространение получили беспилотники и планирующие авиабомбы. Но сам механизм, тактика ведения боя никак не поменялись. Просто чуток изменилась номенклатура оружия. Новой тактики из-за этого не появилось. Еще на неделе мне кидали статью некого Ильи Болгарина из Межамедиа. Если что, я про этого автора и это издание раньше не слышал. Разберем по пунктам его материал. Он пишет, что якобы у России скоро закончится артиллерия, в том числе стволы и орудия. Мы такое слышим давно, и мы с этим не согласны. Со стволами длиной до 6 метров, а это гаубицы 100Б, самоход КАМС-ТС, Акация, Гвоздика, то есть калибры 152 и 122 мм, явно никаких проблем нету. Производство этих стволов за 3 года явно смогли наладить. Есть проблема со стволами длиннее 6 метров, то есть большего калибра артиллерии, такой как гиацинты и пион. Вот с ними, да, проблема. У России сейчас нет возможности производить такие длинные стволы. Собственно, почему и началась в прошлом году поставка северокорейских самоходок «Коксан». Я же говорил тогда, что они нужны как раз на замену пиону. И в целом, бутылочное горлышко артиллерии для российской армии сейчас – это не стволы и не сами орудия, а боеприпасы. Также он пишет, что Россия вынуждена возвращать на фронт такие старые орудия 50-х годов, как М-46 и М-30. Во-первых, пушка М-46 была возвращена на фронт, потому что пришли снаряды особого калибра, 130 мм, которые ни с чего другого особо не запустишь. Поэтому ее и вернули на фронт, чтобы иметь возможность тратить эти снаряды, стрелять ими. Что касается гаубиц М-30, то мы видели эти пару фотографий. И есть подозрение, что это в буквальном смысле одно и то же орудие. Так что я бы не ставил тут множественное число. И еще он пишет, что из-за дефицита гусеничных платформ Россия делает ставку на колесные самоходные артиллерийские установки «Мальва» и «Гиацинт-К». И здесь мы тоже не согласны. Это делается не из-за дефицита гусеничных платформ, а из-за того, что колесные шасси лучше по соотношению цена-качество. Даже на «Гиацинт-К» замечены старые стволы, что подчеркивает проблему нехватки новых компонентов, пишет Илья. По секрету скажу вам, что там и лафеты тоже старые, и противооткатные приспособления тоже старые. Никто не делает новых этих гиацинтов. Просто их переставляют с буксируемых лафетов на имеющиеся свободные шасси. Почему бы и нет, если хорошее дальнобойное орудие? Те, кто внимательно следит за производством украинских самоходок «Богдана» и изучают все кадры с ним, тоже, как и мы, могли видеть много примеров, когда из-за разницы покраски бросалось в глаза, что старую артиллерийскую часть поставили на новое шасси. Это нормально. Ну и вишенка на торте в материале. По данным Генштаба ВСУ, потери России превышают 28 тысяч единиц артиллерии, что значительно выше визуально подтвержденных 1500 по данным Орикс, так как Генштаб использует весь спектр разведданных, включая радиоразведку и беспилотники. И у меня возникает вопрос к авторам подобных публикаций. А было когда-либо у России такое количество артиллерии? Как насчет того, чтобы попытаться проверять такие заявления через независимые источники? А то, может, там Генштаб ВСУ далеко в отрицательные числа ушел уже? Если вы не знаете, где проверять, то подсказываю. Есть такой очень уважаемый авторитетный справочник The Military Balance, который составляется каждый год по всем странам. И там все очень подробно расписывается по всем составляющим. Загляните туда на досуге, найдите Россию и посмотрите, сколько у нее в целом было артиллерии. В целом ситуация по войне сейчас патовая. Да, каждую сводку я вам сообщаю о продвижениях российской армии. И вот вторую неделю подряд говорю о тактическом прорыве на турецком направлении. Но в масштабах всей войны это настолько мизерно, что даже для выхода на административные границы 4 областей потребуется много лет. Российское руководство явно придерживается тактики войны на истощение, надеясь, что в какой-то момент украинская армия просто иссякнет, не выдержит. На мой взгляд, это тоже наивные прогнозы. Даже если представим, что Украина теряет по 50 тысяч военных в год убитыми, все равно мобилизационного ресурса в таком случае хватает еще на долгие года вперед. И кто-то возразит, но вот же, проблема мобилизации, отсутствие желающих идти на войну, бусификация, жалобы на нехватку людей. Это все да, но если настанет какой-то критический момент, на который так надеется Путин, то все это просто резко ужесточается и набирается необходимое количество людей.
Сейчас этого ужесточения не делается, потому что нет критического момента. А руководству страны нужно все-таки пытаться балансировать между крайностями, чтобы не вызывать социальных взрывов внутри страны. Плюс мало желающих идти на войну не только потому, что все от нее устали, но и потому, что все видят, что война ни к чему не идет. Ни одна из сторон не выигрывает и не проигрывает. Тогда зачем идти на войну? Чтобы отдать свою жизнь ради ничего? Ради того, что никакого результата не принесет? Если же представим, каким-то невероятным образом Россия настолько прорвала украинскую оборону, что вышла на оперативный простор, и там чуть ли не танки под Киевом, то и настроения в обществе поменяются. И со стороны Европы тоже уже другая политическая воля будет. А вот в текущем темпе Украина тоже может продолжать эту войну годами. Путин этого не понимает. Когда поймет, может тогда и придет к выводу, что надо войну замораживать. Плюс Украина огромная по площади страна. Чтобы захватывать ее, нужно не только резкое истощение украинской армии, но и наличие у вас больших запасов бронетехники, чтобы делать танковые клинья, быстро прорываться вперед. А в условиях развития беспилотников для осуществления этой тактики нужно еще больше танков и прочей бронетехники. Поэтому у России и нет военной возможности победить в этой войне. И вот так мы с вами оказались в той самой ситуации непобеды, про которую я говорил еще с конца прошлого года, когда у меня спрашивали про прогнозы на ход войны. Честно говоря, я уже потихоньку начинаю меньше верить в свой прогноз, что война заморозится в этом году. Потому что тупик, как я и ожидал, настал. Но Путин не видит его и почему-то не стремится пойти на поводу у администрации Трампа. Хотя, казалось бы, политически и экономически от заморозки войны и выхода из изоляции он мог бы много выиграть. Поэтому я не согласен и с выводами Центра геополитики инвестиционного банка JP Morgan Chase, что сейчас война перешла в эндшпиль, то есть свою заключительную финальную стадию. Сейчас, после всех заявлений российской стороны за последний месяц, после заявлений Путина, Лаврова, Мединского, явно видно, что Россия не отказывается от своих ультимативных требований и явно готова продолжать войну и дальше, годами. Так что пока эндшпиля не видать. Пару месяцев назад я, наверное, согласился бы с такими выводами JP Morgan Chase. Но по состоянию на сегодняшний день нет. Так что сводок будет еще много. На этой неделе мы также опубликовали свое ежегодное исследование по парадам 9 мая, которое мы начали делать с 2021 года. Наши волонтеры, за что им огромное спасибо, проанализировали фото и видео с парадов в 58 городах страны, то есть практически все крупные парады в честь Дня Победы. Также в одной из прошлых сводок на этом канале я просил вас присылать кадры с парадов, и многие отозвались. Тоже благодарен вам за это. 80-я годовщина Победы внесла коррективы в наблюдаемую нами ранее картину. Главный российский парад на Красной площади, в отличие от предыдущих лет, прошел с участием значительного числа гусеничных машин, а всего количество вооружений и военной техники в Москве выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом – с 60 единиц до 153. Парад на Красной площади отражает и общероссийскую тенденцию. Если в 2024 году мы насчитали по всей стране 912 единиц вооружений и военной техники, то в 2025 году это значение выросло до 1409 единиц, более чем в 1,5 раза. Увеличение общего количества техники на парадах было обеспечено в первую очередь за счет танков, боевых бронированных машин, бронеавтомобилей, артиллерии и вспомогательной техники. Лично я был удивлен, что воздушная часть парада в Москве осталась очень компактной, хотя, казалось бы, уж с авиатехникой точно никакого дефицита нет и не требуется забирать ее с фронта. К слову, у нас с телеканалом «Дождь» также, видимо, сложилась традиция, и я теперь каждое 9 мая в прямом эфире комментирую парад техники. Мы считаем, что рост числа задействованной техники обусловлен в первую очередь круглой датой и необходимостью произвести впечатление на присутствующих на параде в Москве иностранных лидеров и на обычных россиян по всей стране. Лично я думаю, что в последующие года, при условии продолжения боевых действий, количество техники на парадах вновь вернется к прежним показателям, то есть сократится. А также впереди у нас по планам публикация большого исследования по производству новых танков в России. Так что следите за нашими соцсетями. Ну а мы с вами встретимся через 7 дней. До встречи и пока.